правда ли, что семейные пары в Японии спят раздельно, и у них нету каких-то теплых отношений между собой, то есть нет такого, что муж пришел после тяжелого рабочего дня и просто излил душу и всю боль жене, пожаловался, она его пожалела. Ну, смотря какие отношения брать. Если брать какие-то идеальные отношения, и, как говорится, японка это такая хорошо воспитанная, из хорошей семьи, она учтивая, традиционная, а муж при этом хорошо зарабатывает, и тоже из хорошей семьи, они живут в хорошем прекрасном доме. Возможно, она и правда его встречает в коридоре, на коленочке садится, тапочки подает, ванну провожает его, и ужин уже тоже готов. Какие-то японские семьи наверняка так живут, мне кажется. Но если мы говорим о среднестатистическом мужчине, который просто ходит на работу, зарабатывает среднестатистическую зарплату, я очень сомневаюсь, что женщина будет для него что-то подобное вытворять, и уж тем более продолжать его долго еще любить при прочих равных условиях. Мужчина, японец обычный, среднестатистический, он очень много времени проводит на работе, дома практически не бывает, то есть он приходит вечером только домой. И особенно если у них есть дети, то, соответственно, он там приходит, чтобы там не будить, что если жена устает, поэтому она спит отдельно, либо с детьми, а он на диване там, например, где-то. Рождение детей – это всегда для японской семьи переломный момент. После рождения детей они практически уже никогда не спят вместе. То есть, если до свадьбы они еще, скорее всего, спят вместе. Спят в одной кровати не до свадьбы. Или в плане секса? В одной кровати. Но в одной кровати, сон в одной кровати, он предполагает наличие хоть чего-то иногда. То есть там волей-неволей что-нибудь случайно, да? Да. Вот, а если они уже изначально спят в разных постелях, ну, как бы там уже практически нет никаких вариантов. Да. Вот, поэтому, и вот после как раз, в Японии еще такая интересная традиция есть, когда рождается ребенок, жена, как правило, уезжает к родителям жить месяца на 3, и она типа там с родителями, с мамой, а муж отдельно дома, он просто приезжает, навещает и так далее. И вот как-то, видимо, как говорят сами японцы, после этого у них отношения больше приобретают уже некое партнерство. И, в принципе, вообще рассматривается как партнерство. От этого второй уже исходит вот известный, даже не миф, а известный такой факт. Интервью различные есть, в том числе я снимал, что как японки относятся к изменам. И что подавляющее большинство японок, в принципе, к изменам нормально относятся. Правда? То есть это не повод для развода практически никогда. То есть если муж изменил, если он недостаточно глуп, чтобы признаться в этом, то есть просто он мог спалиться на какой-то измене, но он скажет, ничего не было. То есть жена, она, как правило, на это закроет глаза в большинстве случаев, и они сами так говорят. При этом, опять же, прощаются походы в эти хост-клубы, например, вот где ты просто с женщиной сидишь за деньги, платишь ей за компанию, например, да, кабакуры и так далее. Это вообще даже не рассматривается как общение с женщиной с противоположным полом, то есть для жены. Вот, поэтому жены, во-первых, прощают измены, и девушки прощают парням то, что они с другими могут встречаться. То есть здесь такого нет практически, что вот там скандалы какие-то, там ты там туда-сюда, все, развод из-за того, что там он где-то спалился. Хотя, опять же, все индивидуально. Мне кажется, ревнивые японки — это те, которые с иностранцами встречаются. Потому что они могут от этих иностранцев ожидать какой-то вот верности. Мне кажется так. Хотя, с другой стороны, опять же, если какую-нибудь японку просто рандомную на улице спросить, что вы думаете вот о симпатичных гайзинах, вот этих европейцах, они, скорее всего, скажут, что они типа игроки, типа плееры, несерьезные. Мне сложно представить, чтобы вот обычная японка как-то требовала от своего мужа японца какой-то верности, там, знаешь, любви, поцелуев, цветов. Но японкам не принято дарить цветы. Никто не дарит японкам цветы никогда, только на похороны. Или там на какие-то особенные там праздники, на открытие ресторана. Там, если хочешь получить цветы, и ты японка, надо умереть, получается. Да. То есть никто букет цветов тебе не принесет. Это сюрреализм для Японии, в принципе. Я уверен, что если иностранец подарит японке цветов, она будет очень воспринята хорошо. А вот если действительно у вас романтические, вот у меня отношения какие-то романтические будут с японкой, она будет себе это представлять, что от меня такое можно ожидать. Так как я джентльмен, так как я знаю, как обращаться с женщиной. Поэтому если я подарю букет цветов, то она там
это для нее будет прям как событие. Я ни разу не видел японца мужика с букетом цветов реально, чтобы он дарил цветы. Но тем не менее, здесь довольно много цветочных магазинов. Да, это точно. Поэтому дарят на какие-то праздники, выставку ты открываешь, вот я тебе букет цветов принесу, потому что у тебя какое-то мероприятие. Я не буду тебе дарить цветы, потому что вот я считаю, что это проявление каких-то чувств, проявление любви. То есть как вообще японцы вот любовь проявляют? Это вообще такой вопрос, да, как японец проявляет любовь. Как забота, мне кажется. Ты опять же будешь думать, он за мной ухаживает или это просто вежливость? То есть непонятно. Сложно различить, получается. Да. Как все сложно в Японии. Ты просто изучил правила игры, и ты по ним просто потом играешь. Просто для иностранцев всегда хорошо, что ты можешь разыграть эту карту иностранца. Ты можешь действовать нестандартно. Преимущество иностранцев, самое главное, в отношениях с противоположным полом, я не уверен насчет женщин, но вот насчет мужчин. Самое главное преимущество это не внешний вид, то, что ты белый человек. Это то, что ты можешь действовать нестандартно и не замечать этого. Потому что ты можешь, допустим, не знать, как действовать правильно. И действовать, как ты привык, например, да, или пытаться там как-то действовать по-японски, более или менее, но при этом все равно не знать точно и не иметь возможности мимикрировать под японца. И поэтому ты можешь делать какие-то нестандартные вещи в отношении женщины, нестандартные для Японии. А женщины, они же, вы же любите нестандартный какой-то подход, да? Вот если я как-то там тебя удивлю, ты не будешь этого ожидать, это будет плюс мне, если я за тобой ухаживаю, да? Потому что если ты будешь точно знать, как это там все происходит, это скучно. То есть это сразу скучно. Как ты делаешь какие-то нестандартные вещи, при этом еще если ты симпатичный, конечно. Потому что в Японии вообще это главное правило. Симпатичным вообще все прощается, в принципе. Если ты красавчик, тебе можно многое позволить себе. Мы с Варей познакомились в этом замечательном ночном городе. Оказалось, что она фотограф. А я, ребят, как вы знаете, профессиональная модель. Икона стиля. Варя меня умоляла просто, чтобы я стал моделью для нее. Но не ню. Выбор техники – это всегда вызов. Мы хотим, чтобы она была качественной, удобной, но при этом не била по карману. Особенно это касается вещей, которые мы используем каждый день, например, пылесоса. Зачастую кажется, что нужно выбирать между качеством и ценой. Но что, если я скажу, что я нашел вариант, который объединяет в себе и то, и другое? И к тому же он от тюменского бренда Case Guru, а это значит, что он точно заслуживает внимания. Во-первых, этот пылесос удивляет своей легкостью. Всего 2 килограмма. Это примерно в 1,5 раза легче, чем знаменитый Dyson. Кстати, по мощности он тоже не уступает. Ковер чистит всего с одного прохода, в то время как другие пылесосы требуют 2. За счет этого уборка становится быстрее и проще и гораздо приятнее. Мощный, но при этом такой легкий и удобный. А самое приятное – это цена. Вы будете удивлены, он стоит в 6 раз дешевле, чем аналогичные модели известных брендов. И при этом качество на высоте. А если вы хотите что-то компактное и удобное для авто или мебели, то этот маленький пылесос CG Cleaner Car точно вас удивит. Он помещается в бардачке, но по мощности может посоревноваться с вертикальным пылесосом. Робот-вездеход справляется с препятствиями до 2 сантиметров, не застревает и точно не пропустит ни одного уголка. Кроме того, CG Робот Лидар говорит на русском языке. А знаете, что еще классно? Компания дает пожизненную гарантию на обслуживание всех своих устройств. Так что не теряйте времени, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Смотрите линейку пылесосов и роботов от Case Guru и не забудьте про мой промокод KUVAEV, который дает скидку до 500 рублей на покупку. Это ваш шанс получить качественную технику по доступной цене. Да, кстати, я же вообще не знаю, что у тебя за стиль там фотографии. Давай ты мне как раз расскажешь. Как раз. Я просто его сейчас как раз конкретно меняю. Аж какой у тебя был? С ню женского на такой более нюц, да, на такой более пленочный, зернистый и более такой расслабленный и живой. Уже без оголения. Без оголения. Они у тебя были именно автопортреты? Почему? Нет. Так что это было очень прикольно, секисно, но что-то поднадоело. Так вот. Немножко то есть голые тела тебе уже набили оскомину? Да. Именно женские? Это намек? Не удивляются ли японцы, когда белый человек говорит с ними на японском? Когда не японец говорит на японском? Да. Ну, конечно, удивляются. У них, в принципе, первая реакция – это всегда удивление.
И даже если он продолжает тебе как-то отвечать, то в какой-то момент он обязательно вставит это. Но не каждый человек. То есть Типа, он что обязательно... ты классно говоришь на Да, японском? вот нихонгу дзёдзу. Он Да? обязательно вставит это нихонгу дзёдзу, но не каждый. Это примерно через одного получается. И это, конечно, ну, поначалу это реально бесило всегда. Сейчас уже не обращаешь внимания. То есть поначалу я думал, как отвечать на это. Спасибо. Или правильно еще ответить, нет, у меня совсем плохой язык. Ага. Либо можно сказать, да, чуть-чуть говорю. Но я, кстати, читала, что если тебе японец делает комплимент по поводу твоего языкового уровня, то наоборот, типа, надо сказать, что не-не-не-не, я только учусь, или я очень плохо говорю. Да. Это вежливость? Да, то есть если тебя хвалят, ты говоришь, типа, не-не-не, вы преувеличиваете. Да. Это связано с тем, что ты должен как-то принижать все-таки себя по отношению к собеседнику. Да, есть у меня один вопрос, очень важный, который волнует меня каждый день. Нюхают ли японцы трусы? Это были реальные случаи подтверждения, когда поймали извращенца, у которого обнаружили более 1000 украденных трусов. Там около 3000 украденных Почему трусов. украденных? Может, он их честно покупал? Нет, они как-то, видимо, провели расследование. Может быть, какие-то были покупные, я не знаю. Но опять же, они их крадут не из прачечной. Они эти трусы крадут, когда они сушатся в основном-то. То есть чистые? Ну да, запаха-то там, может, уже нет. А смысл тогда? Но это тоже вид фетишизма. В Японии есть автоматы с поношенными трусами. Ты знаешь, на самом деле есть. Я сам видел автоматы с трусами, типа с поношенными. Они себя так презентовали именно. Но это, конечно, только в специфических районах находится. Ну и в последнее время я не видел. Я один раз в своей жизни видел автомат с трусами, это было лет 10 назад, на Акихабаре. И там же на Акихабаре видел просто в одном из магазинчиков тоже типа трусы продавались чьи-то. Но ты не можешь знать, там поношены они или нет. Не Вот, мы покупал? этого не знаем. Ну нет, конечно. Мне-то зачем? Блин, мне кажется, это классный бизнес. Стоит задуматься об этом. Если ты не японка, то это специфический должно быть какой-то фетиш, который будет именно японцев А цеплять. кто узнает, что я не японка? А ты не будешь лицо показывать? А сейчас такие фильтры есть. Да, но по телу более-менее понятно будет. А, да? Вот если ты разденешься, я определю, что ты не японка, даже если я твоего лица не буду видеть. Ну да. Потому что обычно у японок другие фигуры. Более маленькая. Но они не то чтобы маленькие, ноги по-другому устроены. То есть у европейских нот, у русских женщин в основном ноги прямые. А у японки они как-то вот немножко вот так вот. А у таек ноги колесиками. Ну да. У японок не на такой степени, не колесом, конечно. Ниже таз расположен, то есть сама длина ног относительно тела меньше. Вот, поэтому, в принципе, отличить тело европейца от японца очень легко. То есть это был главный вопрос, реально, который тебя беспокоил. Ладно, подожди, у меня есть еще один вопрос. Правда ли, что японки носят памперс на работу? Я слышала такую теорию, что в Японии как бы развит патриархат. И из-за того, что японкам нужно очень сильно вкалывать и прям пробиваться по карьерной лестнице, то якобы они прям не могут отлучиться в туалет на работе, и поэтому они носят памперсы, чтобы не уступать мужчинам. Японкам действительно сложнее пробиться по карьерной лестнице, но в туалет, я думаю, их отпускают. В туалет-то можно сходить. Ты когда из офиса выходишь, ты там карточку прикладываешь, и у тебя таймер отчитывает, сколько ты в туалете был. Многие уже компании, ну, крупные, они уже там все у них по расписанию, все по таймеру до минуты практически. Но при этом ты имеешь право, тем не менее, сколько тебе надо в туалет, столько и ходи. Поэтому, чтобы, знаешь, типа японка в памперсах, бедная, она не может сходить пописать, но я думаю, это такое сложно себе представить. И чтобы это еще увязать с патриархатом, Да. типа с проклятыми этими мускулинити. Во всем мужики виноваты. Супремасисты эти проклятые, короче, да. Это точно миф. Ну, типа вот это, например, вот черный открывает лифчик. Но это не уже. Это как уже... бы, Это грабия называется в японском. Да? То есть она пытается на камеру играть сексуально, но при этом не раздеваясь до конца. Цветокор такой под пленку. Зернишко. Мне наоборот нравятся старые фотографии, если японские, вот 80-х, 70-х, 60-х годов, которые показывают, как жизнь обстояла. Вот такие вот время. именно? Ну, Стритовые здесь не больше? очень понятно. Некоторых понятно, из некоторых не очень понятно. Ну, такое тоже хорошо. Знаешь, чего еще я хочу поснимать? У тебя есть костюм? Есть такой стереотип, мне кажется, во всем мире, что японцы, они очень
трудоголики. И я читала, что рядовой сотрудник не имеет права уходить с работы раньше, чем уйдет его начальник. Но также я читала, что на самом деле это все миф, и они просто больше растягивают свои рабочие дела на весь день, нежели сделать быстренько за часик и приступить к следующему делу. Ну ты все правильно читал, Да? так и есть в Да? принципе. То есть они не такие прям работяжки. Есть какая-то даже статистика, где вот считается, что при прочих равных условиях японцы менее эффективны в работе, чем те же американцы. То есть, что они вот, если учитывать там время, затраченное на работу и проделанную работу, я какую-то статистику читал, что у них там меньше эффективность. Корейцы, у них больше переработок, чем у японцев в среднем. У них более строгая корпоративная культура. Еще больше переработок. Да, у них еще более такие строгие условия. Во всяком случае, раньше было. Сейчас уже я не могу точно сказать. Это то, что данные я читал, допустим, лет 5 назад еще. Вот. А то, что перерабатывают, ну, они как бы в японской вот корпоративной среде как-то принято показывать усердие, демонстрировать. Насколько ты можешь демонстрировать усердие, ты его демонстрируешь. А Насколько поэтому возможно. еще японцы могут в течение рабочего дня там прилечь, поспать, где-то отдохнуть, чтобы показать, что они настолько устали и выработались. Есть, да, была такая информация, что если спишь на работе, ну, типа реально утомился, переработал, можно. То есть, скорее всего, тебя за это особо не будут ругать, если, конечно, там как-то это не с утра там уже спишь, а, допустим, вечером, когда ты уже поздно заработался, немножко вздремнул, проснулся, снова работаешь. По поводу того, что ты не можешь уходить раньше, чем начальник, правила такого нет. Это может быть какая-то внутренняя негласное правило для каждой конкретной компании. Ага. Типа, нет, чувак, у нас так не принято, ты должен уходить позже. Или из-за того, что ты молодой еще, ты должен всем чай приносить. То есть такое есть. Я сталкивался с тем, что когда как раз я хотел устраиваться в японскую компанию, в очень большую, у меня была такая интересная история, что мне надо было купить костюм как раз для собеседования, чтобы там съездить туда, там, потому что на Хоккайдо находились. И я купил костюм на заказ. И у меня были брюки как раз широкие. Обычные брюки, широкие, не шаровары, а просто обычные брюки классические. И он мне сделал замечание, что мне нужны обтягивающие брюки, потому что, типа, так как я буду молодой сотрудник, мне придется много бегать, там, двигаться много, а в обычных брюках, типа, неудобно бегать будет. Ага, то есть прям дедовщина такая. Да. Хотя я, казалось бы, иностранец вообще. Ага. И у меня там изначально даже, планировали, что я там где-то в командировки какие-то буду ездить в Россию в ту же, например, да. А он мне уже сразу начал вот эту свою японскую корпоративную тему навязывать мне. Я там как раз пришел на этот это не было собеседование для меня. У них там был свой какой-то движ, проект. А я там просто, типа, как участник проекта. И там где-то человек 8-10 собралось, в том числе начальники самые главные. Это там был госпиталь, большая больница еще. И там эти начальники такие заходят. Такие, знаешь, ничего не говорят почти, пару слов. Да. Я потом случайно там забрал какую-то презентацию. И мне этот чувак потом звонит, вот этот мой, который, типа, начальник. Он такой: это были документы, которые не предназначались для того, чтобы ты их уносил с собой. Я их уже выкинул куда-то там. Именно вот в этой корпоративной среде многие любят пафос. Этого не видно особо, потому что мы же не видим этих начальников, как правило. Но многие на пафосе. А как иначе-то? Что там 40 лет работал, чтобы потом еще это... Типа, привет, там за руку здороваться. Да, для что этого. рассказывать, стараться. Так зашел, с какими-то лохами там. Да, с новичками. Это хорошо, что он так себя ведет, но ему по статусу положено. Ему же положено по статусу. Намного хуже, если человек себя вел бы так, не соответствуя своему статусу, да. Если сравнивать нашу корпоративную среду, то, насколько я ее знаю, то у нас какой-нибудь охранник может там, в офисе. У нас охранники очень да, важные. тебе там начать предъявлять. Не понаслышке знаю, я работала 5 лет в офисе, и охранник — это человек, которого я ненавижу больше всего. Блин. Вот, поэтому я говорю, что можно вот эту японскую корпоративную культуру как бы говорить, что она такая напряжная, но зато там правила, которые очень легко усвоить. И если все им подчиняются, каждый на своем месте находится, это даже комфортно. Ты знаешь точно, что ты должен приносить там чаек всем,
но не из-за того, что ты лох, а потому что все были на твоем месте, как бы, да, и когда-то ты продвинешься, и тебе будут чаек носить. Вот мне интересно, раз ты такой профессионал в съемках ню, что людей заставляет делать такие фотографии? Что их мотивирует? Желание увидеть себя красивой, сексуальной. Много девушек ходили, которые в статусе мамы, в статусе жены. И, допустим, если в обычной жизни они никак себя не позиционируют как красивая женщина, сексуальная, то как раз-таки на съемке я им помогала увидеть себя в такой роли. Допустим, молодые девушки красивые, но они сидят дома в декрете с ребенком, но они вообще забывают, что они красивые вообще-то. Они приходят ко мне на съемку, им делают красивый макияж, укладку, они одевают белье, и они себя совершенно по-другому чувствуют, потом получают фотографии и вспоминают, что вообще-то как бы они охренительные. Вот, и от этого здорово повышается самооценка. Правда ли, что японцы считают себя нацией от Бога? И другие нации для них, прям такие, как грязь? Не, я думаю, это притянуто за уши. То есть, возможно, есть какие-то националисты, националистические движения, у которых действительно, может, есть какое-то некое понимание, что вот японцы — это самые главные азиаты, а остальные — это все, кто пойми, там непонятно кто вообще, какие-то черви. Да. Есть такая прослойка националистов, да, но они особо себя не показывают. Это в основном только везде, маргинальные в принципе, движения, это только маргиналы. То есть маргиналы, которые в подполье в каком-то существуют, у них какие-то есть свои форумы, кружки, они ненавидят иностранцев там многих, неважно каких, корейцев, как правило, чаще всего, или китайцев. То есть ненависти вот именно к каким-нибудь американцам, другим, там, белым, их меньше значительно. К чернокожим относились тоже пренебрежительно. Но сейчас в современном японском обществе это практически не ощущается. То есть вот если отмотать назад на какое-то там количество лет, десятков лет, были различные предупреждения, да, и были вот деления в том числе на группы и внутри Японии, среди самих японцев, что вот были эти буракумины, которые в трущобах жили, то есть люди, которые занимались профессиями грязными, там уборка там забитие каких-нибудь животных, например, там самые такие, знаешь, неприглядные профессии. И типа люди, выходцы из этих семей, никогда не могли в люди пробиться, потому что они там жили как-то бедно в своих там отдельных гетто, в трущобах. Но от этого после войны, в принципе, избавились, потому что убрали все эти трущобы, была государственная программа, которая все эти гетто убрала и построила социальное жилье. Да, на этом месте, на месте этих трущоб построили социальное жилье, которое до сих пор даже существует. То есть много районов социального жилья построили, расселили туда этих людей. И вот люди живут. С тех пор, видишь, у них уровень жизни поменялся, потому что жилье было достойное, хорошее, как наши хрущевки примерно, такого же плана. И это помогло. Сейчас такого я не сталкивался с тем, что вот с какими-то вот унижениями или принижениями по национальному признаку. Я сталкивался с тем, что, японцы китайцев считают грязными. Раньше такое было. Старшее поколение, что китайцы там эти. То есть это иногда встречается. Но это не на поверхности, и среди молодежи уж точно этого нет. Среди тех же 30-40-летних я такого не слышал. Если есть какие-то такие мнения, в открытую эти мнения никто уже не выражает сейчас. Наоборот, считается, что вот китайские туристы, это деньги, много получается, они же там закупают бренды, там сумки, баулы, там тащат. Много очень богатых людей в Китае. И те, кто приезжает в Японию, они очень состоятельные люди. Закупают в Японии бренды? Да. И они очень много, и инвестируют, опять же, в Японию много, и жилье покупают дорогое. Это уже другой вопрос, конечно, но такого пренебрежительного отношения уже нет, потому что среднестатистический китаец, который приезжает в Японию, он богаче, чем среднестатистический японец уже. На самом деле столько мифов, именно вокруг Японии, потому что я последние полгода именно много читаю про Японию, каких-то таких интересных, необычных вещичек, и очень много мифов, И печальнее всего, что очень много такой вот лабуды идет от крупных блогеров. Типа путешественники, которые постоянно то есть не которые в Японии живут, а которые travel-блогеры, и вот они приезжают, начинают снимать какой-то вирусный контент, что в Японии можно снять девушку на прокат за $300, и с ней сходить на свидание, да? И у них просто, десятки тысяч просмотров, и люди все это смотрят, если не миллионы.
вбивает запрос в Google, типа какие-нибудь странности Японии. Ну и да. первая ссылка, которая выдает, которую тоже неизвестно, кто написал, вот, например, про памперсы. То есть ну вот да. я увидела у одного крупного блогера. А потом я такая думаю, какая-то хрень, странно, загуглю. И, в принципе, первая же статья, которую я открыла, практически слово в слово, и те же картинки, что были у него в сторис. Гиперболизирование ситуации. То есть в Японии действительно раньше к женщинам, и сейчас даже есть, но к женщинам и на рабочем месте была политика дискриминации. То есть женщин там называли хорошим украшением рабочего места. Соответственно, в корпоративной культуре заставляли их обязательно носить каблуки и юбки. То есть она не могла прийти там в брюках, допустим, и без каблука. Особенно если она с клиентами работает. То есть это тоже считается дискриминацией. Но с другой стороны, мужчина же тоже должен в костюме быть и в туфлях. То есть это мужская одежда, это женская одежда. Вот. Но тем не менее, сейчас уже под давлением, особенно Запада, уже этого меньше. Женщину в Японии видят как работницу сервиса в первую очередь. То есть не какую-то там начальницу, политика, а именно работницу сервиса, которая оказывает какие-то услуги людям непосредственно. Я, как потребитель сервиса, мне нравится, когда женщина оказывает тебе сервис какой-то. Ну, как-то мне вот так нравится Ну, а с другой больше. стороны, а вот мне, например, как женщине, будет приятно, если молодой человек тоже окажет сервис. Почему Ну, нет? тоже верно, да. Ну, да. Особенно если он вежливый, приятный, миловидный, Да. то это тоже очень приятно. Принято считать, что женщина, она потенциально все-таки может замуж выйти и потом уйти в эти декреты, и как бы это расход. Ну, именно Невыгодно. поэтому многие японки сейчас переходят в категорию child-free, да? Есть такое? Да не только японки, а японцы тоже. В принципе, это общее движение для обоих полов, когда люди не просто child-free, а они просто не заинтересованы вообще в отношениях, в совместном проживании, в замужестве, браке. По статистике 30% незамужних и неженатых японцев от 20 до 40 лет у них никогда не было серьезных отношений. Кто-то говорит, что не нужно, кто-то говорит, что затратно, кто-то говорит, что времени на это нет или вообще не имеет смысла никакого. То есть, если женщина не планирует замуж уходить, зачем ей эти отношения вообще нужны? Особенно, если это среднестатистическая женщина. То есть, если она красивая, понятное дело, что она может понимать, что она на этом может заработать, и внимание мужчину намного больше у нее будет. То есть, ей особо, может, не надо там стараться. Хочется быть в отношениях всё-таки Мне, в жизни? конечно. Мне кажется, это для человека естественная среда. Быть всегда в контакте мужчины, всегда быть в контакте с женщиной, потому что иначе жить скучно Ну, будет не просто. точно женщины. Все-таки Не, я сейчас имею- уже такое время. Женщина, она мне интересна не как сексуальный объект, а мне интересно внутренний мир, чем она живет, что она думает, какие у нее устремления, какие у нее предпочтения, какие у нее взгляды на жизнь. Но это Мне- более взрослый подход. уже, Мне наверное, интересно у тебя, узнавать больше, да. да? Ну, наверное, в молодости такого не было. Совсем. Ну, я к этому В молодости пришел. Я не говорю, что ты старый. Ну, это сформировалось примерно, да, мне кажется, 20, как я в Японию приехал, то есть, как я в Японию приехал, я начал познавать мир заново, потому что Япония как новый мир. Через свой канал, соответственно, записи интервью, мне стало это все больше интересно. Одно за другое как бы цеплялось, потому что если ты хочешь быть хорошим собеседником, ты должен понимать внутренний мир человека, да, представление какое-то иметь. И вот одно за другое цепляется, и я вот сформировался как человек, который интересуется личностями, людьми. Настанет в твоей жизни момент, когда ты встретишь человека на улице, который тебя действительно заинтересует, а ты не сможешь ничего сделать, даже подойти не сможешь, потому что для тебя это будет немыслимо. Как это я сейчас подойду, еще к человеку, который меня заинтересовал, допустим, да? То есть ты себя уже лишил этого шанса на какое-то интересное развитие в твоей жизни. А если ты постоянно подходишь к людям, там, в течение дня, там, 10 людям подошел, пообщался, для тебя это уже буднично. И рано или поздно ты встретишь каких-то интересных людей. Потому что мне часто говорят, как это вот я нахожусь такой круг общения в Японии, почему у меня такой широкий круг общения в Японии. Потому что ты в Севене просто подходишь к людям, да? Ну вот да, в том-то и дело. Ты подходишь, Нет, классно. разговариваешь, не навязываешься. Просто Японцы к подходишь. этому относятся. Они относятся хорошо, если ты не навязываешься. В японском языке называется типа куки уйому. Читать воздух, читать атмосферу. То есть пока общение у вас хорошо складывается, ты должен четко уже понимать, когда тебе надо закончить это отношение. Если видишь, что человек там в тебе заинтересован,
вопросы начинают задавать, тогда ты можешь продолжать, если тебе интересно самому. Если ты видишь, что они там сами по себе, тогда лучше сразу отдалиться, потому что иначе ты только там испугаешь бедняжку, шокируешь ее своей на этой настойчивости. Потому что японки, если мы берем там про взаимоотношения, если не берем просто даже, хотя даже и просто про обычное социальное общение, а уже если там уж межполовое и вот эти знакомства на улицах, много роликов есть, где такие какие-то поддатые там просто то ли японцы, то ли иностранцы просто вот так подходят и за руки тянуть начинают этих японок. А они ничего не могут сделать. То есть эти японки, они потому что не знают, как реагировать на это. Они такие, нет. Ну, как бы непонятно, она же ему не даст там по роже. То есть грубо не ответит. Да, как у нас, например. в основном, да. Пошёл ты. Да, просто у нас, вот ты как отреагируешь, ты там посмотришь, типа, чему какое-то там, да, типа, и уже не захочется продолжать ничего. Как бы, а японка, она будет, нет. А это, типа, миленько уже выглядит, когда она отнекивается. И это кажется, а если что и да. правда это не нравится и неприятно? Она Да, всё равно да, же да, будет, да. Ну, так то, если она красивая японка, и она привыкла к таким моментам, она может, конечно, и жестко наверняка ответить, если она понимает, если она еще особенно работает в какой-нибудь сфере смежной. А если обычная просто симпатичная девушка, скромная, то она и не будет знать, как реагировать-то даже на это. И не принято в японском языке напрямую говорить человеку: ты мне не нравишься, ты лох. Так тебе не скажут. Будут делать только вид, ну, как бы, evasive, как это называется, увиливать. Японка увиливает. То есть она тебе не скажет вот так, типа, стой нам. Она будет отворачиваться, там, знаешь, там, так вот. Культура поведения, культура общения, которая так или иначе транслируется на другие сферы тоже. Где ты не можешь напрямую выражать свои вот мысли, то, что ты думаешь. Это напрямую как-то не принято, потому что ты думаешь о чувствах собеседника. До каких границ это должно распространяться, да? Когда ты должен быть вежливым. Тебе кажется, что она просто с тобой играет, а на самом деле, может, она и правда не хочет. Вот, поэтому вот это отличие от западного общества. В западном обществе жена в каких-то штатах Америки, по-моему, и в Европе, жена может мужу сказать «нет» ночью. Она скажет «нет», а он все равно полезет, это изнасилование. Ну да. Как Блин, ну это тоже там перебор все-таки, мне кажется. Да, но если в Много Японии штатов. такое произойдет, никто даже глазом не поведет. Ну, как бы, в смысле изнасилования, вы женаты. Ну, если Акстись. хорошие отношения. Бывает-то еще абьюз семейный. Ну, и то этот абьюз там... Не, ну по-разному Это- бывает. да, Бывают да, действительно да, сейчас они- сложные, жуткие случаи. Ну, а если это нормальные отношения, то, конечно, подавать в полицию на мужа такое себе. Ну, полицейские приедут. Особенно, они приедут, конечно. Они приедут, естественно, будут разбираться, что к чему. Там какой-нибудь составят, может, протокол какой-нибудь. Но особо заморачиваться там не будут. Ну, консультации какие-то там назначат и так далее. Вот. Но в основном это все отдается, как бы, типа, решайте сами. Вы можете проконсультироваться. То есть, там, арестовывать вряд ли кто-то тебя будет. И забирать там тебя куда-нибудь, там, если ты адекватный, конечно.